Года 3 назад я впервые услышал о твердотельных накопителях форм-фактора M2, и тогда я просто поразился феноменальным скоростям в 3000, 2500 мегабайт в секунду чтения и записи. Для меня это значило только одно, что если купить себе такой накопитель, да, пускай будет меньше объем по сравнению с обычным жестким диском, но зато скорость у меня теперь будет просто в десятки раз быстрее. Это значило, что все игры, программы, они грузились бы просто по щелчку пальца. И вот совсем недавно у меня появился SSD M2, и мне стало интересно, а действительно ли это такой технологический прорыв, или же может это все-таки маркетинговая фишка? Ну и главной целью этого видео будет сравнить SSD с форм-фактором M2, SSD с интерфейсом SATA привычный и обычный жесткий диск HDD. Для простоты я буду их именовать как M2, SSD и HDD. Это видео вряд ли будет коротким, поэтому ссылочка на таймлайны будет в описании, либо же в закрепленном комментарии. И первой игрой в тестах будет Deus Ex Mankind Divided. А сейчас же первый тест следующий. Операционная система Windows 10 у меня установлена на M2, и в результате время загрузки локации после входа в игру это составляют следующие значения: 14 секунд, 24 и 1 минута и 8 секунд соответственно для M2, SSD и HDD. При повторном тесте в точно таких же условиях, в принципе, значения особо не изменились. Для M2 это 14 секунд, для SSD 24 и для HDD 1 минута и 6 секунд. Погрешность в случаях M2 и SSD буквально миллисекунды, ну а для HDD что 1 минута и 8 секунд, что 1 минута и 6 секунд, что это, что то. Оно все медленно. А вот в следующем тесте, когда операционная система уже установлена на SSD и запущена та же самая игра, то здесь уже интересный момент наблюдается. Для M2 и HDD время особо не изменилось. Это 14 секунд и 1 минута 09. В принципе, это почти то же самое, что и было. Но вот для SSD, на которой установлена операционная система, здесь время резко увеличилось с 24 секунд до 42 секунд. Ну и при повторном тестировании в таких же условиях особо ситуация не изменилась. Для M2 и HDD время осталось примерно такое же, а вот для SSD здесь время также составляет 42 секунды. То есть это не баг, а фича. А пока переходим к следующей игре, и это Metro Exodus. Здесь также изначально винда установлена на M2, и здесь результаты первого теста будут следующими. Для M2, SSD и HDD время загрузки локации после входа в игру составляет 28 секунд, 28 и 1 минута 16 соответственно, то есть для M2 и SSD время практически одинаковое. А вот в тесте, когда операционная система установлена на SSD, здесь картина похожая на Deus Ex. Здесь для M2 время примерно такое же, 28 секунд. А вот для SSD время с 28 секунд выросло сразу до 48 секунд. И также выросло время и для HDD еще. Изначально я считал, что если операционная система и игра установлены на один носитель, то скорость загрузки будет быстрее. Но пока что тесты показывают, что в зависимости от того, на каком носителе находится операционная система, тем дольше загружается игра на этом носителе. Но поспешных выводов делать не будем и переходим к следующей игре. И ею будет Ведьмак 3: Дикая охота. При установленной операционной системе на M2, то в принципе ситуация похожа и на другие игры. Здесь для M2 и SSD время примерно похожее. То есть M2 не намного выигрывает по времени загрузки у SSD. Это составляет в данном случае 20 и 22 секунды соответственно. А вот HDD с заметным отставанием проигрывает своим конкурентам, и тут время уже 47 секунд. Ну и в повторном тестировании особо разницы не наблюдается, цифры примерно те же самые. Но вот когда операционная система установлена уже на SSD, то здесь ситуация не такая очевидная, как с прошлыми играми. Разницы между тем, на какой носитель установлена операционная система, здесь практически нет. Время примерно такое же, 20 секунд для M2, 23-24 секунды для SSD, а вот для HDD время наоборот даже сократилось с 44 секунд до 37. Ну и в повторных тестах ситуация получилась аналогичная. Не знаю, как у вас, а у меня уже на этом моменте начали возникать вопросы, а где же та колоссальная разница между накопителями? Ну ладно, пока что оставим эту мысль в голове и переходим к следующей игре.
А это Assassin's Creed Odyssey. Алгоритм проведения тестов здесь такой же. Сначала операционная система у нас установлена на M2, и здесь результаты загрузки игры из главного меню следующие: 28, 31 и 49 секунд соответственно для M2, SSD и HDD. Ну а в тесте, когда операционная система установлена на SSD, ситуация также практически не отличается. Всего пару секунд добавляется к времени загрузки на SSD, а для M2 и HDD время примерно такое же. Эта игра не стала исключением. Здесь также при загрузке с SSD, когда и винда также находится на SSD, то время немного увеличивается, но не так значительно, чтобы можно было сказать, что здесь абсолютный лидер только M2. Я думаю, вы уже заметили, что с каждой игрой разница между носителями все меньше и меньше. Но давайте перейдем к следующей игре, где разница еще менее очевидная. И это NFS Hit. И здесь винда установлена на M2, а время загрузки составляет от 32 до 36 секунд для разных типов носителей. Но здесь стоит отметить, что разница, конечно же, есть, и, возможно, по циферкам она не столь значительная, но здесь можно увидеть, что после загрузки и попадания уже в саму игру для M2 и SSD проходит буквально 1-2 секунды, когда текстуры полностью прогружаются. Это можно видеть по текстуре дороги. А вот в случае HDD здесь потребуется еще секунд 15, чтобы текстуры полностью прогрузились. Критично ли это, я не могу сказать точно. Для меня лично нет, для кого-то это может быть критично. То есть в данном случае загрузка игры происходит практически одинаково, а вот скорость до загрузки текстур высокого разрешения здесь, конечно же, HDD проигрывает с большим отрывом. Ну и последняя игра на сегодня — это Stalker модификации Lost Alpha, где присутствует графический мод. Здесь скорость загрузки между разными носителями также, но не сказать бы, что такая очевидная. 1 минута для M2, 1 минута 10 секунд для SSD и 1 минута 20 секунд для HDD. При условии, что время загрузки для всех носителей занимает больше 1 минуты, то все эти результаты, они просто не очень. Но я думаю, здесь проблема не в носителях, а в самой игре. И я думаю, здесь уже можно подвести небольшие промежуточные итоги. Если посмотреть на сводную таблицу результатов, то в принципе можно увидеть некоторые игры, такие как Deus Ex или же Metro Exodus. Здесь есть четкая разница между M2, SSD и HDD, ну при условии, что если операционная система, например, устанавливается на SSD. Ну а в других играх можно однозначно сказать, что HDD проигрывает по всем фронтам и M2, и SSD. А вот уже между SSD и M2 уже создается некая конкуренция. И здесь уже сложно сказать, что вот именно M2 является бесспорным лидером. Но даже это не самое главное. Здесь также я хочу заострить свое внимание на следующем моменте. Ведь игру мы запускаем не так часто, один раз за сессию. Это может быть в день 3, 5, 10 раз. Это может вам сэкономить, если вы пользуетесь именно SSD, например, а не HDD, сэкономит это вам 5 минут в сумме. Но намного больше времени вы проводите уже внутри, в самой игре. Это уже исчисляется часами. Так вот, а как же все-таки ведут себя разные типы носителей при перезагрузке игры? Ведь когда мы первый раз запускаем игру, там все понятно. Система из долговременной памяти забирает нужные файлики и подкидывает их в оперативную память. Ну и давайте посмотрим, а влияет ли вообще как-то тип носителя на перезагрузку уже внутри игры. Ну и первым примером у нас станет Metro Exodus. Здесь время загрузки последнего чекпоинта для всех типов носителей составляет примерно 10 секунд. Такие результаты одинаковые мы получили, потому что, скорее всего, все необходимые файлики уже были загружены в оперативную память и уже не надо было тратить время на загрузку из долговременной памяти. В игре Stalker загрузка последнего сохранения на той же локации занимает около 6 секунд для всех типов носителей. То есть здесь ситуация примерно такая же. Что касается Assassin's Creed Odyssey, ситуация примерно похожая. Время загрузки последнего чекпоинта здесь составляет 23 секунды для SSD и M2, а для HDD время 26 секунд. Но я бы не сказал, что эти 3 секунды что-то очень сильно меняют в данной ситуации. Причем вне зависимости от того, на какой накопитель установлена операционная система, на M2 или SSD, время загрузки для них одинаковое. Проведя небольшое количество тестов в играх, я понял лишь одно, что огромной разницы между M2 и SSD нету.
Если эту разницу и можно увидеть, то только в отдельных играх типа Metro Exodus или Deus Ex, но и даже в них я хочу сказать, что подождать лишних 10 секунд или 20 или 30 в принципе можно, возможно кто-то их даже и не заметит. Это явно не те разницы в 10, в 20 или в 30 раз, которые я изначально ожидал. Ну а теперь переходим к файлам. Здесь ситуация следующая. У нас есть таблица, в каждой строке указано, откуда мы копируем. Каждый столбец означает, куда мы копируем. Ну, для примера, вот это с M2 на M2 мы копируем, а вот это с SSD на HDD, например. А вот это с HDD на M2. Ну и результаты такого копирования действительно интересные. Наиболее быстрый вариант оказался копирование с SSD на M2. Это заняло всего лишь 2 минуты и 18 секунд, чтобы перекинуть файл размером больше 35 гигабайт. В принципе, не особо отстает и копирование с M2 на M2. Здесь разница между ними только в том, что при копировании с M2 на M2 первые несколько гигабайт копируются с огромной скоростью около 1500 или 2000 мегабайт в секунду, а затем скорость падает до 200 мегабайт в секунду. Ну а что касается копирования с SSD на M2, то там просто постоянная скорость около 260 мегабайт в секунду. Третье и четвертое место разделили копирование с M2 или SSD на HDD, причем результаты получились практически одинаковые, 4 минуты и 29 секунд. И на самом деле даже рисунок копирования он будет схожим. Здесь по картинкам может это не особо видно, но по сути первые несколько гигабайт копируются на максимальной скорости, доступной для носителя. В случае M2 это скорость около 2000 мегабайт в секунду, ну а для M2 это скорость около 500 мегабайт в секунду. Затем основную часть копирования занимает скорость около 120 мегабайт в секунду, и в конце скорость поднимается до 180 мегабайт в секунду. И так получилось, что копирование заняло 4 минуты 29 секунд для обоих вариантов. Ну а пятое и шестое место разделили следующие конкуренты: копирование с M2 или SSD на SSD. В случае копирования с M2 на SSD это заняло 5 минут и 25 секунд, а для SSD на SSD это 5 минут и 59 секунд. Но рисунок у них также очень схожий, то есть в начале очень быстрое копирование, это также быстрое для M2 около 2000 мегабайт в секунду и около 500 для SSD. Затем идет половина копирования на скорости около 200 мегабайт в секунду, и затем резкое проседание до 50 мегабайт. И затем на этой низкой скорости уже докачивается файл. Ну и в итоге результаты вы видите сами. Ну а седьмое, восьмое и девятое место достается заслуженно HDD. В принципе, все довольно понятно, просто линейное копирование. Но единственное, на что здесь хочу обратить внимание, это на копирование с HDD на SSD. Как и в остальных случаях копирования именно на SSD, наблюдается некий спад скорости в конце копирования большого файла. То есть получается, что есть буфер, который позволяет копировать только определенное количество гигабайт, а затем скорость будет падать. Это стоит учитывать при выборе SSD. По крайней мере, у некоторых такая вот особенность наблюдается. Ну и что тут можно сказать по результатам таких тестов? В принципе, результаты довольно ожидаемые. И получается, что, например, копирование с SSD на M2 почти в 7 раз быстрее, чем копирование с HDD на HDD. Ну а теперь проведем немного другой тест. Теперь я буду копировать папку System32. Она содержит около 25 тысяч файлов и размером все это около 8 гигабайт. Ну и результаты этого теста, они вообще не впечатляют. Здесь нет никакой разницы между одним копированием и другим в 7 раз, в 5 раз, да даже в 2 раза нету разницы. Здесь разница измеряется процентами, а это значит, что особых каких-то выводов в данном случае делать не стоит, так как данный результат, он является единственным. Если провести тест еще несколько раз, возможно, результаты будут на эти же проценты уже отличаться. Из этого теста можно сделать только один вывод, что, по всей видимости, все носители просто не смогли реализовать свой потенциал ввиду огромного количества очень мелких файлов.
Ну а теперь перейдем к виртуализации. При добавлении виртуальной машины необходимо создать виртуальный жесткий диск. Я буду создавать его размером 100 гигабайт и создавать на M2, на SSD и на HDD. И посмотрим, как быстро это все произойдет на разных типах носителей. И здесь можно наблюдать следующую ситуацию. Изначально может показаться, что создание диска на M2 и на SSD происходит практически с одинаковой скоростью. Но уже после достижения около 50% для SSD скорость резко падает, и M2 выходит в явные лидеры. Ну и самое интересное здесь, что в конечном итоге скорость SSD так сильно падает, что ее обгоняет даже обычный HDD. И в конечном счете мы получаем следующие результаты. Чтобы создать виртуальный жесткий диск размером 100 гигабайт на M2, нам потребуется 5,5 минут. На HDD, если мы будем его создавать, то нам потребуется 12,5 минут. А чтобы создать его на SSD, нам потребуется 21 минута. Здесь мы столкнулись с той же проблемой вот этого буфера для SSD, что после определенного количества занятых гигабайт у нас все, скорость резко падает. Ну и чтобы убедиться в этом, мы сделаем все то же самое, только создадим диск уже не на 100 гигабайт, а на 30 гигабайт. И здесь ситуация меняется кардинально. Здесь, чтобы создать файл размером 30 гигабайт, для M2 потребовалось всего 29 секунд. Для SSD потребовалось 1 минута и 16 секунд, ну а для HDD здесь уже потребовалось 5,5 минут. И это уже похоже на какую-то закономерность. Я думаю, именно так оно примерно и должно выглядеть. Ну и последние тесты виртуализации касаются установки операционной системы. Виртуальные жесткие диски установлены на M2 SSD и HDD, и вот на них будет устанавливаться операционная система. В принципе, настройки у них будут примерно одинаковые, все будет примерно одинаковое, и в процессе установки мы дойдем до настройки параметров и там и остановимся, и посмотрим, сколько это займет времени. Ну и чтобы установить винду на M2, нам потребовалось 2 минуты 35 секунд. Для SSD эта цифра составляет 4 минуты и 40 секунд, ну а для HDD это 5 минут и 30 секунд. Ну и что же касается этих тестов, то здесь никаких удивлений не возникает. Мы уже выяснили про особенность буфера для SSD, что после определенного количества гигабайт у нас резко падает скорость, поэтому тот факт, что у нас виртуальный жесткий диск размером 100 гигабайт быстрее создать на обычном HDD, чем на SSD, уже не вызывает каких-либо удивлений. Но в остальном M2 явно быстрее, чем SSD или HDD, и все же стоит помнить эти цифры, что максимальная скорость чтения для M2, например, составляет 3500 мегабайт в секунду, а для SSD эта цифра всего лишь 550, разница в 7 раз. Ну и еще буквально пару тестов, которые необходимо провести для понимания полной картины. А это у нас запуск программ и скорость рендеринга в зависимости от типа носителя. Что касается запуска программы, то здесь программа у меня будет следующая: Adobe Premiere Pro, и это довольно тяжелый софт, поэтому она в принципе отлично подходит под наш тест. Ну и при запуске программы с M2 или SSD скорость примерно одинаковая, около 10 секунд, а вот скорость загрузки с HDD составляет аж 51 секунду. И вот здесь именно разница просто колоссальная. Сначала я подумал, что это просто какой-то баг, и поэтому запустил программы в следующем порядке. Сначала запускал SSD, потом HDD, а потом уже M2. И здесь результаты получились в принципе такие же. Для SSD время также составило 9,51. Для M2 эта цифра и даже немножко стала меньше, 7,5 секунд. А вот для HDD это время также составило 48 секунд. Это очень долго. Ну а для теста рендеринга видео я взял те же самые файлы, которые готовил для этого видео, общей длиной около 30 минут, без каких-либо эффектов, чтобы минимальную нагрузку делать на процессор. Скорость рендеринга, когда все файлы находятся на M2, составляет 8 минут и 18 секунд. Для SSD это 8 минут и 40 секунд, ну а для HDD это 9 минут и 40 секунд. Разница есть, она все та же логичная, что M2 быстрее, чем SSD, а SSD быстрее, чем HDD, но это далеко не какие-то огромные цифры, это опять же просто
некие проценты, которые на глаз только и видны, а по факту ты их и не заметишь. Ну и что же мы имеем по итогу, проведя все эти тесты? Что в играх, что при копировании файлов, что при запуске программ, что при установке винды. Во всех этих моментах можно объективно сказать, что M2 действительно быстрее, чем SSD, а SSD в свою очередь быстрее, чем HDD. Все логично. Но стоит также понимать и учитывать некие моменты, а именно это тот факт, что на самом деле скорость в 3500 для M2 это максимальная скорость, это не средняя скорость, это стоит четко понимать. И также стоит помнить про буфер для обычного SSD, что после занятого определенного количества гигабайт в процессе будет просто скорость до минимального значения какого-то падать и все. А теперь лично мое мнение. Перед началом проведения тестов я был уверен на 100%, что конкуренцию M2 никто не сможет составить. Но по факту я немного ошибался. Я слишком хорошо думал о M2, потому что эти цифры в 3-3,5 тысячи мегабайт в секунду меня просто опьяняли. Я действительно считал, что это не предельная скорость, а средняя скорость работы. Но на деле стоит все-таки понимать, что это максимальная скорость чтения или записи, а не средняя. И тогда, возможно, не придется разочаровываться. И после проведения всех тестов, итог для меня стал следующим. На M2 я буду ставить операционную систему и основные программы. Софт, который менее важен, и какие-то игры основные, я буду ставить на SSD обычный, ну а остальные все файлы будут храниться на HDD. Лично я считаю это оптимальным решением. Ну и в конце хочу сказать еще только одно, что все эти тесты были проведены только с одной целью. Просто понять для себя, а действительно есть такая разница между накопителями. И да, разница действительно есть, но она совсем не та, которую я ожидал. И все же, отвечая на первый вопрос, что же это такое, маркетинговая фишка или все же технологический прорыв? Я отвечу так, правда где-то посередине. С одной стороны, SSD с форм-фактором M2 устраняют огромный недостаток обычных SSD с интерфейсом SATA, так как для тех твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, которые у них, бутыльное горлышко заключается в самих проводах, в этом кабеле SATA. Именно он не позволяет пропускать больше информации, хотя сам носитель мог бы это позволить. 550 для него это просто предел. И да, в некоторых ситуациях M2 в этом случае они лидируют, они могут преодолеть эту скорость по той причине, что они подключаются непосредственно в материнскую плату, и больше нет вот этого бутыльного горлышка. И все же это является маркетинговой проделкой, по той причине, что когда пишут скорость в 3500, обычные люди, когда выбирают комплектующие, они сравнивают товары. И вот при сравнении SSD M2 и SSD SATA, здесь неопытный пользователь может увидеть следующее. У одного скорость чтения и записи 3500 мегабайт, а у обычного SSD это всего 550. Разница в цене у них не такая уж и значительная. И вопрос, а зачем тогда брать обычный SSD, когда у меня есть вот такой очень супер быстрый M2 SSD? И вот тут и заключается главная ошибочка, которую не стоит допускать.